Всем привет! Сегодня будем оформлять прихожую. В этом оформлении присутствуют сразу два элемента. Это второй уровень потолка из гипсокартона. Этот второй уровень у нас с подсветкой с двух сторон. И короба из гипсокартона, которые делают место для встроенного шкафа. Низ потолка и верх шкафа находятся на одном уровне. Итак, возвращаемся в самое начало. Как видите, с помощью гипсокартонных конструкций можно не только сделать интересную форму или зонировать помещение. Внутрь гипсокартона можно спрятать и коммуникации. Мы уже начали делать разметку, то есть обозначаем линиями границы наших фигур. Ну, с учетом толщины гипсокартона, конечно, потому что линии мы рисуем для профиля. По проекту у нас тут два вида разметки. Одна точная, которую нельзя изменить, и другая это привязки. То есть линии, которые просто сводят концы с концами. В общем, кое-какие линии у нас уже есть. По этим линиям надо присверлить направляющие профиля. В первую очередь мы соберем короба для встроенного шкафа. Но это не мешает нам присверлить и несколько профилей для потолка. Здесь у нас идет последовательно разметка, а потом сверление. Это часть потолка с внешней подсветкой, и разметка тут делается с учетом глубины полки, то есть для внутреннего бортика. Как раз в этом месте нам пришлось совмещать обязательные размеры для шкафа с привязочными для потолка. Сверлить пол было нельзя, поэтому нижний периметр мы приклеили на монтажный клей. К гипсокартону прикрутились саморезами, и в потолке все держится на стандартных дюбелях. В верхний периметр боковой стенки для шкафа попадает на шлейф из гофр. Сверлить здесь некуда, приходится выходить из положения разными способами. Например, вот таким. Делать периметр из нескольких деталей. Естественно, все части каркаса скручены между собой саморезами по металлу. Каркас для боковой стенки шкафа можно собирать разными способами. На вертикальных стойках, на горизонтальных перемычках или комбинировать их, как у нас. В данном случае по центру имеется одна двутавровая стойка из CD-шек, и к ней будут добавлены горизонтальные перемычки, через которые пройдут гофры с электрикой. Так выглядит каркас боковой стенки шкафа в собранном виде. Провода мы уже протащили, все подровняли и зафиксировали на саморезы по металлу. Благодаря горизонтальным перемычкам каркас имеет отличную жесткость, даже без обшивки гипсокартоном. Сборка у нас последовательная, то есть один элемент присоединяется к другому. Перед тем, как собрать верхний короб над шкафом, надо обшить готовый каркас. Одна сторона простенка, внутренняя, полностью готова. Здесь мы закрутили гипсокартон в два слоя. Внешняя сторона пока остается без обшивки. Сначала мы соберем тот короб, который находится над шкафом. Он нам нужен для того, чтобы от него делать потолок. Основной периметр для короба у нас уже есть. Остается доделать небольшую его часть на простенке. Собирать короб мы будем методом вшитого каркаса. То есть сначала прикручивается гипсокартон, потом по нему делается разметка и изнутри вкручивается железо. Про то, как сделать такой каркас, у нас есть отдельное видео на техническом канале. Оставлю на него ссылку в описании. А здесь, после вкручивания железа, осталось только удалить лишний гипсокартон и шлифануть теркой бортик снизу. Готово. Следующий этап – это установка горизонтальных перемычек по низу короба. Они у нас идут шагом 40 сантиметров.
Горизонтальные перемычки выполняют две функции. К ним прикручивается гипсокартон, и они выравнивают бортик по вертикали. После выравнивания каркаса зашиваем потолочный короб снизу гипсокартоном. В принципе, здесь все готово. Переходим к внешней стороне простенка. На самом деле он не такой простой, как кажется. У него есть объем, и в этом объеме есть ниша. А на данном этапе мы делаем донышко будущей ниши. Донышко ниши должно быть устойчивым на пролом, поэтому внешняя сторона простенка зашивается гипсокартоном в два слоя. Собираем каркас для заплечика. Он ограничивает глубину ниши. Здесь все просто. Два вертикальных профиля и несколько горизонтальных перемычек. У будущей ниши есть не только глубина и ширина, но и высота. Поэтому в первую очередь обшиваем внутреннюю часть заплечика гипсокартоном в один слой и уже по нему делаем разметку для верха ниши. По линиям разметки вкручиваем каркас из направляющих профилей. Сверху у нас есть одна перемычка из CD-шки, она находится на уровне будущего потолка. Готовый каркас обшиваем гипсокартоном снизу и с торца по всей высоте. Итак, на данный момент мы имеем готовую нишу с внешней стороны простенка и готовый короб над шкафом. Остается зашить только лицевую сторону нашей конструкции. И вот здесь нас догнал сюрприз, откуда не ждали. От мебельщиков. В общем, они попросили добавить еще 1 сантиметр к общей глубине ниши для шкафа. Поэтому пришлось накрутить дополнительный слой гипсокартона на лицевую сторону нашего изделия. Вот теперь со шкафом точно все. Можно продолжать сборку потолка. По гипсокартону и по потолку проводим недостающие линии разметки. Сразу можно накрутить и оставшиеся периметры. Теперь у нас определилась форма потолка. Он будет в 2 уровня и состоит из нескольких элементов. Своя плоскость потолка будет на высоте шкафа. Плюс вертикальные бортики с подсветкой и внутри донышко на уровне внешнего потолка. Здесь у нас последовательная сборка бортиков, нашим любимым способом, методом вшитого каркаса, потому что это быстрее и ровнее, чем сначала собирать каркас, а потом обшивать его. По прочности абсолютно одинаково. Итак, еще один бортик готов полностью. Как полностью? Сам бортик готов, пока без подсветки. Подсветка у нас прикручивается отдельно, в виде готовой полки снаружи. Между вертикальными бортиками, к которым крепится подсветка, есть отличие. Бортик со стороны комнаты и тот, который идет вдоль шкафа, имеют одинаковый конструктив, потому что к ним прикручивается одинарная подсветка. А вот короткий бортик, вот этот, имеет другое расположение профилей, потому что на него крепится подсветка с 2 сторон. Согласно выбранной очередности сборки, во вторую очередь мы собираем длинный бортик вдоль шкафа. Здесь такое соединение деталей, что гипсокартон длинного бортика в прикрученном состоянии укрепляет и держит строго по вертикали короткий борт. Чтобы короткий борт зашить изнутри гипсокартоном, нам надо установить в этот каркас еще один направляющий профиль. Готово. Можно дальше набрасывать железо на длинный борт. Тем более разметку мы там уже сделали.
Внутри длинной ниши установим направляющий профиль для донышка. А снаружи листа поставим перемычки и угловой профиль снизу. Следующий шаг – это накидать потолочные профиля по основной плоскости потолка внизу и короткие перемычки из того же профиля внутри ниши. Профиля пойдут с шагом 40 см, но так, чтобы не попали на лампочки. Итак, установили горизонтальные профиля, с их помощью выровняли и укрепили бортик ниши. Чтобы доделать каркас, донышко этой ниши надо прикрутить гипсокартон на короткую сторону изнутри. В таких узких местах лучше всего использовать шуруповерт с угловой насадкой. По гипсокартону докручиваем направляющие профиля для донышка ниши. Больше внутри делать нечего, кроме как зашить все гипсокартоном. И у нас получится еще один готовый элемент нашей конструкции. Обшивку ниши изнутри мы закончили. Казалось бы, можно продолжать работу и прикручивать полки для подсветки. Но нет. Сначала нужно эту нишу зашпаклевать и подготовить под покраску. Иначе, если мы установим полки сейчас, залезть туда и сделать качественную работу внутри будет проблематично. А вот здесь можно посмотреть, как прикручивается периметр для ниши в узком месте. Здесь его можно закрутить снаружи. То есть профиль находится внутри, саморезы вкручиваются сквозь гипсокартон. И сквозь гипсокартон, и сквозь вертикальные перемычки. Одновременно с потолком в прихожей у нас собирается и основной потолок в комнате. Таким образом, мы с отделочниками закрываем объемы работ друг за другом. То есть они малярят тут, мы собираем там. Потом они малярят там, а мы собираем тут. Никто никому не мешает, а рабочий процесс идет. С подготовкой ниши по малярке ребята закончили. Дальше мы продолжаем собирать полки для подсветки. Вдоль шкафа и на его боковине полки подсветки сделаны из профиля УД, то есть из направляющего профиля. Эти полки направлены донышком вниз, сверху закрыты гипсокартоном, а закручиваются снаружи, сквозь профиль. Сбоку на полке уже есть вертикальный бортик. Мы его заранее установили. К сожалению, здесь настолько мало места, что камера не помещается, чтобы показать, что полка сверху действительно закрыта гипсокартоном. Ну да ладно, покажу на соседней полке. Дальше мы закрываем боковину короба снаружи. По гипсокартону отбиваем линию периметра для большого потолка в комнате. Каркас большого потолка в комнате готов для обшивки. Ну а мы возвращаемся к своему маленькому в прихожей. Нам нужно вот такую же полку для подсветки из профиля УД прикрутить на длинный бортик. Здесь это сделать намного проще, потому что, во-первых, угловой профиль развернут в другом положении, а во-вторых, элементарно больше места. Как раз можно посмотреть, как полка устроена. Сверху и сбоку. То есть сверху полоска гипсокартона надета на закладных скобах. Так же, как на CD-шке мы делаем. Сбоку будет прикручен гипсокартонный бортик. На внешней стороне потолка подсветка будет стандартная, из профиля CD. Здесь нам тоже готовят поверхности с помощью шпаклевки. Здесь мы уже прикрутили одну полку и даже зашили часть потолка. Как собираются такие прямые подсветки, у нас есть отдельное видео на канале, и ссылку на него дам в описании. Просто если каждый раз останавливаться на сборке уже известных элементов, то
получается слишком длинное кино. Вкратце напомню, что такая схема монтажа подсветки с закрытой сверху полкой имеет очень хорошие показатели по прочности и безопасности. Закручиваем еще один лист снизу и перемещаемся за угол. В этом месте полку подсветки мы не можем прикрутить изнутри, потому что элементарно нет доступа. Поэтому закручиваем ее снаружи. Для этого нужна длинная бита и небольшой припуск вверх при установке профиля, потому что саморез при затягивании под наклоном потянет его вниз. В общем, при некотором опыте все это без проблем решается. После установки профиля для полки подсветки мы сверху на него надеваем полоску гипсокартона с уже установленными на нее закладными. Понятно, что в том месте, где находятся закладные, не должно быть саморезов, которые крепят саму полку к бортику. Затем зашиваем потолок снизу и срезаем все лишнее. После того, как полка готова сверху и снизу по обшивке, мы прикручиваем сбоку вертикальный бортик, так, чтобы он был чуть выше полки. Итак, бортики мы прикрутили и снаружи, и внутри ниши. Кстати, внутри подсветок, направленных в сторону стены, в узких местах, не обязательно делать выступание бортика выше полки. В общем, по гипсокартону потолок у нас готов полностью. Это белый вариант. Потолок с консольной подсветкой и конструкция с нишей для шкафа. Здесь уже установлены уголки, запечатаны швы, саморезы закрыты и поверхность зашпаклевана на сдир. Как это делается конкретно, я не снимаю, потому что обычно меня к этому времени давно нет на объекте. А так информация чисто, как это выглядит внешне, перед покраской. Яркий свет, зеркала, контрастный фон. Что может быть приятнее для глаза? Так выглядит почти готовая прихожая. Мне лично вот этот темный фон нравится. Это не черный цвет, а такой темно-темно-синий, с фактурой как велюр. Не знаю, насколько это практично в каждодневном пользовании, но на контрасте смотрится просто бомбезно. Да и все остальное красиво выглядит. Все эти прямые линии, подсветка, три плафона. В общем, интересно посмотреть. На этом наше видео про сборку потолка с подсветкой и большого простенка с нишами для встроенного шкафа заканчивается. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!